В этом видео я покажу и расскажу регулировки шарфовальной машины типа Fortuna. Основными элементами данной машины являются вращающийся нож, подающий ролик и прижимная лапка. Все остальное служит для регулировки этих трех элементов. В верхней части машины находится ручка, которая поднимает и опускает прижимную лапку таким же образом, как это работает в обычной швейной машине. Этот винт поднимает и опускает лапку на нужную высоту от подающего ролика. Эта высота зависит от толщины кожи, которую мы будем шарфовать. Чтобы было лучше видно, я покажу с этой стороны, как вращение верхнего винта изменяет расстояние между прижимной лапкой и подающим роликом. Я сейчас увеличу это место, чтобы было еще лучше видно. Сейчас я вращаю самый верхний регулировочный винт, который поднимает и опускает прижимную лапку. Вы видите, что она двигается вверх и вниз. И тем самым мы регулируем высоту прижимной лапки в зависимости от толщины кожи. Это регулировка лапки по высоте. Регулировка, и другая ручка поднимает и опускает лапку полностью. Вот этот вот винт сзади, вы видите, он упирается в лапку с одной стороны, а с другой стороны в нее упирается вот эта вот пружина. Если я вращаю регулировочный винт сзади лапки, она вращается вот на этой вот оси, и тем самым изменяется угол ее наклона. Угол наклона будет менять давление в задней и в передней части прижимной поверхности. И таким образом мы будем изменять угол шарфования. Еще одна регулировка лапки существует вот здесь. Вот видите, здесь есть шлиц для большой плоской отвертки. Как он работает? Этот винт, который поворачивается, ось находится не точно в центре винта. То есть это эксцентрик. И если поворачивать отверткой вот этот вот винт, мы будем изменять положение лапки относительно центра отверстия. То есть она будет двигаться вперед-назад, вверх и вниз. Ролик регулируется по отношению к ножу. Это наш вращающийся нож. И вот этот вот зазор между поверхностью ножа, между режущей кромкой ножа и между подающим роликом мы можем регулировать несколькими винтами. Значит, винт, который находится на передней поверхности, вот этот вот винт, что он делает? Когда я его вращаю, у нас подающий ролик опускается вниз под углом. То есть этот винт, когда вывинчивается, ролик опускается вниз, то есть изменяется его угол по отношению к вращающемуся ножу. Этот винт меняет натяжение пружины и напряжение, с которым подающий ролик старается вернуться на свое место. У нас есть еще один регулировочный винт, который изменяет положение подающего ролика. Когда я вращаю его, он поднимает ролик и опускает его. Подающий ролик поднимается или опускается целиком. Видите, зазор изменяется очень сильно. Сейчас я его уменьшаю. Этот винт изменяет положение подающего ролика относительно вот этой оси. То есть ролик опускается вниз или поднимается вверх целиком, без наклона. Значит, если здесь мы наклоняем его таким вот образом, то этот винт просто опускает и поднимает его. Эта пружина изменяет напряжение наклона. Вот эта пружина, которая здесь выглядит в виде такой петли, которую можно потянуть, изменяет напряжение по поднятию и опусканию подающего ролика. Сейчас посмотрим на машину с задней правой стороны. Эта крышка — это просто защитный кожух, на котором находится название данной машины. Это Elleghi, итальянская фирма. В принципе, она такая же, как и все остальные шарфовальные машины типа Fortuna.
Фортуна — это просто название немецкой фирмы. Здесь находится штифт, на который надевается приводной ремень от мотора, который приводит весь механизм в действие. Здесь находится сцепление, которое включается рычагом. Этот рычаг обычно цепочкой соединен с педалью на полу, внизу машины. То есть, когда вы нажимаете на педаль, сцепление включается, и этот вал соединен с подающим роликом. То есть, обычно, когда вы включаете машину, она начинает вращаться. Ваш нож вращается, но подающий ролик еще не вращается. Таким образом, вы можете поставить кожу туда, где она должна быть, прижать лапку, потом нажать на педаль, сцепление включит подающий ролик. Он начнет подавать кожу на нож. А пока сцепление не нажато, пока сцепление не сработало, подающий ролик выключен, он не двигается. Двигается от мотора, двигается только вращающийся нож. Теперь, если вы хотите по какой-то причине, чтобы ваша педаль как будто была все время нажата, то есть чтобы подающий ролик всегда подавал кожу на нож, можно опустить лапку и закрепить ее вот этим винтом. Сейчас сцепление соединено. И в то время, когда вращается нож, также вращается и подающий ролик. В передней части машины есть две ручки, отвечающие за заточку ножа. Ручка, на которой написано Knife Sharpening, она изменяет положение камня, который точит нож. Эта ручка включает и выключает вращение заточного камня. То есть, когда вы не пользуетесь камнем, когда вы не затачиваете нож, его нужно выключать, просто чтобы он зря не вращался. Давайте теперь посмотрим на машину снизу. Мотор вращает вращающийся нож, крутится, сцепление выжато, и подающий ролик тоже вращается. Теперь, если нам нужно заточить камень, что мы делаем? Самая правая ручка передней части машины, она двигает и включает сцепление приводного ремня, который вращает камень. Сейчас видно, что камень вращается. Повернув самую левую ручку в передней части машины, мы пододвигаем вращающийся заточной камень ближе к ножу, и тем самым происходит заточка ножа. Сейчас слышно, что камень дотрагивается до ножа. А когда машина включена и вал вращается двигателем, вы увидите искры, которые происходят здесь во время заточки. Сейчас я отодвигаю камень от ножа и выключаю его вращение. Средняя ручка, видите, здесь червячная передача, она двигает нож влево и вправо. Нам нужно выставить нож таким образом, чтобы расстояние от режущей кромки до края прижимной лапки было минимальным. Примерно полмиллиметра. У меня лапка с роликом, на ней плохо видно, но большинство машин, в них стоят лапки без ролика. Это просто такая длинная, выгнутая снизу лапка. Так вот, между краем лапки, вот с этой стороны, этим краем лапки и режущей кромкой должно быть где-то полмиллиметра. Мы это расстояние выставляем, вращая среднюю ручку на машине. Вот сейчас я ее буду вращать, и вы увидите, что нож у меня отодвигается в правую сторону очень медленно. Я вращаю ручку. Видите, нож отодвигается вправо. Это я сделал, наверное, уже 10 оборотов ручки. И сейчас я начинаю двигать ручку влево. Сначала там есть свободный ход, потом он начинает двигаться влево. Это уже 2, 3. Вот уже 10 оборотов влево. Вы видите, нож незначительно подвинулся. То есть здесь очень плавная регулировка ножа. Потому что нам нужно двигать нож влево так, чтобы он не начал касаться других деталей. Это будет слышно по звуку. Сейчас вот я вращаю нож рукой, продолжаю двигать, просто чтобы убедиться, что он не дотрагивается до защиты. Вот сейчас он начал касаться защитного кожуха в данном месте. Вот здесь вот. То есть мне нужно его отодвинуть немножко вправо. Когда у вас лапка не роликовая, а прямая, вы просто увидите расстояние между правым краем лапки
и режущей кромки оно должно быть около полумиллиметра. Чем более жесткая кожа, тем больше будет это расстояние, то есть оно может быть до миллиметра. Чем более мягкая кожа, тем меньше будет это расстояние. Оно может быть где-то 0,2 миллиметра. Немного про детали. Давайте посмотрим на детали. Значит, это точильный камень, который находится внутри машины. Он там нужен для заточки ножа, потому что нож время от времени тупится, и его нужно затачивать. Нож из машины никто не вынимает, камень стоит внутри машины. Это сам вращающийся нож, это просто запасной нож, который еще в заводской смазке. Данный нож продавался вот в такой вот коробочке, это итальянский нож. Еще пару слов про заточку ножа. Когда вы затачиваете нож камнем, который стоит внутри машины, он вращается и затачивает вот эту поверхность ножа. С внутренней стороны ножа получается заусенец. Его нужно снять. Для этого есть вот такие вот керамические камни, которые обычно идут вместе с машиной. Вы его просто вставляете вот отсюда, внутрь ножа, и снимаете заусенец с внутренней его поверхности. Я думаю, это все. Если есть вопросы, пишите их внизу под этим видео, и я на них отвечу.